Можно ли назвать единую форму существования как однородную основу, которая статична в своей прочности, но является покоем в бездействии? Конечно, лучше представить это так, как написано в станции. Сама станция не упоминает прочности, бездеятельности не упоминает, а лишь упоминает то, что было состояние как сон без сновидений. И потом бессознательно пульсировала жизнь в этом пространстве. Статичности не существует. Там, где человеческому уму кажется, что ничего нет и все находится в бездействии. Именно в однородном состоянии присутствует высочайшая скорость, которая позволяет разнородные частицы сливать в единую форму существования. Жизнь бессознательная пульсировала в пространстве. Речь идет о проявлении внутренней энергии, которая выражается как тепло или творческая способность. Это говорит, что жизнь бессознательная просто пульсирует в пространстве, ибо нет сил, но есть вечность и ритм. Значит, нет тепла и холода, ибо нет чувств, там лишь переживания души монвантарические. Пульсация жизни в пространстве пралая бессознательная, а проявление внутренней энергии сознательное. Тогда, когда появится тепло и возникнет жизнь, которая, возможно, предоставит условия для проявления творческих способностей. Почему глаз Дангма значится как третий? Глаз Дангма не третий, а в третьем. Глаз Шивы есть способность Шивы ощущать сущность вселенскую, единую форму существования, своей чистотой, душой бессмертной. Третье состояние есть слияние двух противоположностей. Вот это не противоположение и есть главное условие, при котором глаз Дангма ощущает. Разве только через духовную интуицию можно получить все достоверные знания? Именно, ибо интуиция своей чистотой опыта есть мастер, который называется гуру, наставник, который освобождает понимание и открывает смысл сути вещей и причин бытия. Достоверное знание – это знание, которое исключает относительность. Они истинно реальны, и получить или обладать ими невозможно. Они могут появляться, как свет в темном туннеле эволюции человечества, указывая путь или направление, и исчезать. А духовная интуиция может дать связь с этим светом и позволить человеку многие воплощения следовать ей. Как я понял, план прообразов – это и есть план нирваны, и Акаши в том числе. А что еще есть на этом плане? План прообразов – это план, на котором Парабраман находится в покровах Мула-Пракрити, или духа материи в своем единстве. Дух, побуждающий корень материи к тому, чтобы его импульс акашической воли в материи, согласно прообразам, в виде вибраций в их семеричном потенциале создалось напряжение для того, чтобы Джию, творящая мощь вечной жизни мирового разума, имела 7 номинальных сфер, миров, планов. План прообразов – это беспредельность. Как до бесконечности разнообразны формы проявленного мира, так и их причина или прообразы имеют ту же бесконечность, но не проявленную. Если идеальный дух причины – это состояние однородности, то что тогда является разнородностью? Дух имеет однородность в силу того, что он не дифференцирован. То, что дифференцировано, то разнородно. Идеальный дух причины – это состояние однородности. Разнородность непроявленная – это причина. Разнородность проявленная – это следствие. Услышала, как вы сказали, что только сущность может ощущать, а глаз может только видеть. Значит, человек не может ощущать?
Можно ощущать то, что имело опыт, и это есть бессмертная душа. Все, что бессмертно, не может иметь форму или что-то конечное. Только то, что бесконечно, беспредельно и беспричинно, как вселенская душа, может ощущать, ибо что значит растворение, как не слияние, и значит ощущение глаза Дангма. Если бы человек состоял только из физического тела, то он мог бы видеть только физическим зрением. Но так как человек, как макро- и микрокосм семеричен, то он может видеть внутренним зрением или ощущать звук. Характеристика недан дня, несмотря на дату, которая повторяется каждый год, разная или одинаковая? Характеристика недан как причин одинакового побуждения, но различие – последствия. Неданы в своем сцеплении причины и следствия в колесе бытия проходят через 5 состояний материи – стихий. Также каждая недана – своей стихии, и еще и под каждой неданой свой луч, которых 7. Знаки зодиака – дома гороскопа, коих 12, направления пространства, которых 6, и во всем есть своя основная точка, суть, причина, которые при взаимодействии никогда не повторяются, ибо каждую минуту, даже миг, иная комбинация группировки недан, и в силу этого повторения нет. И еще очень много условий выявляются кармическим законом, соответствие, качества и свойства индивида. Все меняется, ничего не повторяется. Каждый миг отличен от мига предыдущего и мига следующего. Недана меняется согласно времени и тому пространству, в котором движение мысли побуждает время измениться. Так меняется недана дня, который повторяется в каждом следующем цикле года. И только абсолют неизменен. Сон, лишенный сновидений, говорит о подвижности ума. Сон, лишенный сновидений, ум успокоен, ибо нет движения, но есть продолжительность вечного покоя. О подвижности ума говорят наши действия и их качество. А сон, лишенный сновидений, это первая стадия из 7 состояний сознания. Если даже не было сновидений, то значит еще не было опыта жизни, который даст эти сновидения. И этот сон и есть пробел сознания, то есть белый диск на черном фоне, пралая. Во время пралаи дремлет божественная мысль, в которой сокрыт план каждой грядущей космогонии и теогонии. Для меня было целое открытие. Оказывается, что глаз Дангма без появления физического плана и человека не может открыться. Это действительно так, ибо плотный мир создает все условия для того, чтобы душа, очищаясь, приобретала опыт. И приобретя этот опыт в виде мудрости или света, тем самым становится открытым глазом Дангма, способность ощущать единую сущность всего. Открытый глаз Дангма ощущает именно все сущность. Но если нет протяженности от непроявленного до проявленного, то тогда глазу Дангма нечего ощущать. Если 7 состояний сознания, то какое по счету будет состояние сна без сновидения? Состояние пралая. До проявления пространство наполняется непроявленным существованием, и поэтому это кажущийся пробел. Наполнение первого есть 4-е состояние. Почему пробел сознания является полнотой, а не пустотой? Ибо пробел – это пропущенная возможность, которая и есть полнота. Попробуйте любую мысль довести до ее полной наполняемости или завершения, и она исчезнет, то есть перейдет на другой план существования. Кажущийся пробел – это кажущаяся пустота, так как пространство находится в полном завершении.
и это есть полная полнота. Очень интересно было узнать об Акаше, что она причина звука. И если она наполняет все пространство, то как появляются все другие чувства? Акаша – источник для оформления чувствующих проводников. Так и становится возможным разуму развиваться через чувства, ибо разум желает чувствовать, а Акаша способствует этому желанию. Причина звука или начало вибрации, которое создает нагнетение, и будущее проявится, и появится чувство. Каждое из чувств не только взаимосвязано, но и взаимозаменяемо. Так, звук есть внутреннее состояние, зрение, осязание и так далее. И каждое чувство появляется из единой причины. Вы пояснили, что при равновесии можно развить любую скорость. Значит, есть в каждом цикле это равновесие, где время меняется, если меняется скорость. Равновесие есть состояние, при котором ясен смысл и видна цель с ее качеством, то есть причина и следствие, что и позволяет сознательно и экономно осуществлять возможность гармонизировать, синтезируя суть происходящего. Осознанность мгновенна. Значит, когда мы в гармонии, нам присуща скорость мгновенности, когда исчезает пространство и время, и осуществляется всесущность той, что ощущается открытым глазом Дангма. Если происходит строительство Вселенной, или строительство вашего собственного мира, жизни или этого дня, оно может начаться только с состояния равновесия. Так, скорость проявления идеи в действии или форме может быть мгновенной. Человек сам, согласно своему устремлению, может менять скорость времени. Как, оказывается, важно устремляться к высшим излучениям, чтобы не было разложения мышления. Но как их различить, чтобы устремиться именно к высшим, а не к низшим? Высшие устремления безличностны, они альтруистичны. И цель всегда – общее благо, которое достигается каноном Господом Твоим, как состоянием сознания. Как только отсутствует личное ради общего, это и позволяет устремиться к высшему. Это и есть состояние отказа от низшего и устремления к высшему. Ведь есть только два космических чувства. Это любовь безличностная, которая есть гравитация, и это радость безличностная, которая есть время. Именно они дают высшее излучение. Так человек может летать. Если шунья – это чистый вид психической энергии, тогда все остальные состояния не включают в себя психическую энергию? Шунья – это состояние единства. Оно представляет из себя абсолютное сознание. Значит, каждая сущность, которая имеет сознание и мыслит, она обладает этой психической энергией. Ибо мысль и есть психическая энергия. Все есть психическая энергия, и во всем есть психическая энергия. А чиста она или нет, зависит от каждого из нас. Ибо сердце управляет психической энергией. Вы говорили, что свет сознания ни с чем не сливается. Тогда, если нет слияния, то как же произойдет единство? Единство происходит вмещением сознания, через его расширение и утончение чувств, через переживание и, как следствие, приобретение опыта. Свет сознания индивидуален, но он же и способен к сочетанию с себе подобными сознаниями. Как братство едино по сути, но разнообразно по свойству, в зависимости от индивидуального света. Свет сознания ни с чем не сливается и не преломляется. Свет сознания проницает все планы. Только потому, что он не сливается и не преломляется, а сохраняет цельность свою и чистоту, только поэтому возможно единение всех тех, кто устремлен к этому свету. Это и есть проникновение состояния, которое позволяет принять
единства. Прана зависит от силы любви, значит, не всегда прана воздействует. Можно ли сказать, что отсутствие праны есть отсутствие любви? Прана – жизненная сила сцепления атомов, молекул, клеток, органов, и в совокупности создается тело человека. Прана действует как магнит или сила любви. Если отсутствует прана, то тело умерло, а все принципы остаются с дживой. То есть любовь просто покинула труп, тело, но не человека. Сила любви оживляет прану, и тогда прана делает нашу жизнь и путь легким. Он легкий, потому что светлый, и нечему задерживать этот свет в его ясности и чистоте. Знаете, как в тайной доктрине. Он шагал от света к свету, и каждая звезда аккорд мелодии издавала, когда он на нее ступал. И чем ближе подходил он, тем сильнее все новые аккорды сливались в торжествующую песнь. Он – это и есть сила любви, которая проникает в сердце. И тогда возникает эта торжествующая песнь – музыка сфер.